Привет из Турции! Сейчас мы находимся в Афсаларе. И нам часто пишут и спрашивают, как у нас здесь ситуация с коронавирусом, потому что в интернете очень много информации и непонятно, как все на самом деле. Мы решили рассказать вам об этом подробнее, снимем, что в магазинах, что происходит на улицах, закрыто ли что-то. Все вам покажем, расскажем. Сейчас все каждый день меняется, и поэтому вся информация актуальна на тот момент, когда мы публикуем видео. Если вам что-то интересно, спрашивайте, мы обязательно ответим в комментариях и расскажем, что происходит именно сейчас. Сегодня число больных коронавирусом в Турции подбирается к 4000. Карантин ввели частично. Начнем с магазина. Всех интересует, есть ли какой-то у нас дефицит, что на полках, разбирают ли макароны, разбирают ли крупы, как дела с туалетной бумагой, водой. Сейчас все покажем. На магазинах и по всему городу повесили плакаты с мерами предосторожности. Во многих магазинах повесили дезинфицирующие гели для рук. Как видите, товаров много. Вода, туалетная бумага, овощи, крупы – все в наличии. Смотрите, рис, булгур, макароны – все на месте, ничего не разобрали. Хотя нет, макарошек вот осталось не очень-то и много. 2 вида. 3, 4. Видимо, это просто очень вкусный макарон. Посмотрите, на магазинах появились такие таблички, пишут, сколько человек может максимально находиться в помещении. Например, в этом магазине больше 10 человек недопустимо. А еще чувствуется, что магазины проветривают и дезинфицируют. Сейчас закрыты все развлекательные учреждения. Пожилым запретили выходить на улицу. Несколько дней назад по всему городу обмотали вот так вот лентами общественные места. Там находятся лавочки, на которых турки очень любят сидеть. Видимо, чтобы это предотвратить, решили все позакрывать. Также закрыты городские парки, а еще все общественные бассейны, хамамы, сауны, бары, клубы и прочие места, где обычно много людей. Турция перенесла старт туристического сезона. Авиасообщение сейчас ограничено, поэтому людей в курортных городах очень мало, только местные жители и туристы, которые приехали до введения запретов. Правительство Турции пообещало не штрафовать тех, кто превысит срок пребывания в стране. За это хочется сказать спасибо, потому что улететь куда-то сейчас непросто, сухопутные границы тоже закрыты. Сейчас мы идем по центру Афсалара. Еще пару недель назад тут было гораздо оживленнее. 17 марта в Турции закрыли все рестораны, кафе, бары, как бы официально. Но работают на улице некоторые. Если столики стоят, то сидеть можно. И маленькие кафе, где меньше 50 человек. Можно купить еду на вынос или посидеть в ресторанчиках, где есть терраса. Их проветривают, а на столах везде стоят антисептики. Сейчас мы идем по главной торговой улице Афсалара. И обычно здесь очень оживленно, много торговцев, много людей. Сейчас все закрыто. Встречаются полуоткрытые магазины. В них продавец обычно сидит на стуле рядом с лавкой, свет внутри не горит. Если заинтересуетесь, вас впустят. При необходимости он может свернуть лавочку за несколько секунд, будто она не работает. А вот обменники открыты. Мы зашли в 3 аптеки. В одной из них нашли маски, в наличии было 2, по 10 лир за штуку. С антисептиками дела лучше. Заметили, что маски в Афсаларе почти не носят. Пожилым людям в Турции сейчас помогает полиция. Если им нужны продукты или лекарства, они обращаются к стражам порядка. Каждую среду в Афсалар приезжает большой рынок. Продают вещи, фрукты и овощи. В прошлую среду он еще был, а в эту уже его сократили вдвое. Сейчас продают только продукты. Но до введения карантина мы успели снять его полностью. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить этот выпуск. Мы его выложим позже.
числе первых ограничительных мер по распространению коронавируса в Турции был введен запрет на совместные молитвы в мечетях. Сейчас после молитв несколько раз в день делают объявления на турецком языке и развешивают информационные плакаты. Из них мы узнаем о ситуации в Турции. С оповещением населения тут полный порядок. В нашем жилом комплексе листовки тоже дублируют. А еще приезжают службы дезинфекторов, обрабатывают самые проходные места, лифты, ручки и поручни. Когда мы только приехали в Турцию, бассейны, общественные места, все это было открыто. И в нашем комплексе есть закрытый бассейн, тренажерный зал, хамам, сауна. Это все работало, когда мы приехали, но 17 марта вышло распоряжение о том, что все это должно быть закрыто. И сейчас у нас это ничего не работает. Несмотря на коронавирус, в Турции течет обычная жизнь, паники совсем нет. Наш комплекс озеленяют, а отели потихоньку готовятся к сезону. Город постепенно приводят в порядок после зимы. Люди в Турции верят в лучшее, но соблюдают меры предосторожности. Теперь мы идем на пляж, посмотрим, как дела там. Турция ограничила авиасообщение почти со всем миром. На данный момент закрыта 71 страна. Примерно 2 недели назад на пляже мы встречали туристов из Европы. В кафе на пляже было оживленно. Сейчас новые группы не приезжают, а старые уже уехали. Тут тоже все лавочки замотали, перемотали, не посидеть, но кафе на пляже работает. Вот в таких беседках обычно сидят турки с семечками и чаем. Сейчас сидеть тут запрещено. Также власти ввели ограничения на пикники на пляжах. Говорят, скоро могут установить полный запрет на посещение набережных по всей Турции. Пока это на уровне обсуждения. Сейчас большинство отелей закрыты. Некоторые еще принимали туристов, но сейчас они, видимо, уже уехали, потому что на пляже особо никого нет, только местные или какие-то гуляющие. Но видно, что отели готовятся, как будто бы скоро они будут принимать туристов, ухаживают за бассейнами, озеленяют территорию, то есть они не отчаялись. Президент Турции пообещал подавить эпидемию коронавируса за 2-3 недели. Меры приняты серьезные, а больных лечат на основе опыта китайских врачей. Видно, что местные жители придерживаются предписаний. Во всех общественных местах пахнет антисептиками, а окна открыты. Гражданам посоветовали держать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга и не посещать места большого скопления людей. Поэтому многие гуляют парочками или семьями. В целом атмосфера в Турции спокойная, не чувствуется какой-то тревожности, а товары и лекарства никто в панике не разбирает. Если смотреть новости, все выглядит, как будто начался какой-то конец света. Но на самом деле в Турции никто, кажется, сильно не переживает. Все люди ведут обычный образ жизни, людей в масках тут почти нет. Турция приняла все меры предосторожности, вовремя закрыла границы, связалась с китайцами, попросила у них лекарства от коронавируса, то есть больных уже лечат. Здесь ввели ограничения на число посетителей в магазинах, дезинфицируют все поверхности, ходят работники, которые все за всем следят. Полиция помогает пожилым людям, которым запретили выходить из дома. То есть все спокойно, все хорошо. Так что не паникуйте. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. У нас будут еще выпуски о Турции. Ставьте лайк, если вы верите, что скоро все наладится.